Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Сегодня у меня закуска из баклажанов, которую я обязательно делаю на зиму, каждый год. У нас ее называют кобра. Делаю двумя способами. Жареную, видео уже есть на канале. Ну а сегодня самое ленивое. Все очень быстро, просто, а вкусно. Сладкий перец и помидоры нарезаю так, чтобы было удобно пропустить через мясорубку. Я это делаю прямо в кастрюлю. Следом добавляю головку чесночка. И, конечно же, ребята, красный остренький перчик. Прямо с семечками. Тут, конечно, ориентируйтесь по вкусу. Я добавлю вот таких вот 4 красненьких перчика. Красота. Прямо сюда. Класс. Вот такая кашица получилась. И сейчас я добавляю 3 столовые ложки сахара, столовую ложку с небольшой горкой соли, добавляю 200 мл растительного масла без запаха, перемешиваю и ставлю на огонь. Пусть уже начинает вариться. А этим временем подготовлю баклажаны. Еще проще. Баклажаны стараюсь брать вот такого вот среднего размера, тоненькие. У меня сорт, в котором не должно быть семечек. Нарезаю примерно шириной в 1 сантиметр. Они меня обманули, семечки есть. Ну, не страшно. Если вдруг у вас баклажаны большого диаметра и не влазят в баночку, смело можете перерезать их напополам. Тоже будет очень хорошо. Отправляю в томатную подливку. Общий вес баклажанов у меня 1,5 килограмма. Перемешиваем. Вот так вот окунаем смело. Аккуратно, но смело. Можно так сказать? Можно. И ждем, пока закипит. Красиво. Когда будущая кобра закипела хорошо, делаю самый минимальный нагрев и варю в течение 25-30 минут на медленном огонечке. А за это время подготовлю банки. Их нужно простерилизовать. Я это делаю в микроволновке. На дно наливаю немножко водички, ставлю в микроволновку на 4 минуты, а крышечки кипячу. Вот, ребята, баклажаны проварились 30 минут. Они мягкие. Сейчас выключаю нагрев. Добавляю 50 мл 9% уксуса. И вот так вот аккуратно лопаточкой, просто вот так чуть-чуть вот не перемешиваю, а как бы окунаю их, чтобы уксус более-менее равномерно распределился. Вот такие вот целенькие баклажаны получаются. Они хорошо пропитались соусом. Очень вкусно пахнут. Все. Раскладываем по банкам. Оп. Заливаем обязательно соусом. Он очень вкусный. Накрываю крышечкой и закатываем. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 6 пол-литровых баночек. И, конечно же, я оставляю всегда на пробу. Это очень вкусно. Баночки не переворачиваю, укутываю в теплое одеялко и оставляю до полного остывания. Вот. С момента закипения или закипания. Ладно. Не знаю, как у вас, друзья, а у меня места в морозилке для баклажанов нет. Сегодня поделюсь простейшим рецептом на зиму. Подойдет и для икры, и для супа, и для салатов. Сразу на огонь 2 кастрюльки. Одна у меня уже кипит, а вторая на подходе. Подготавливаю баклажаны. Беру вот такие вот молоденькие, небольшого размера. Отрезаю хвостики с обоих сторон. О, красота! Сразу подготавливаю все. Потому как, хозяюшки, происходит все очень быстро. Когда вода закипела, выкладываю в нее баклажаны. Вот так вот. Сколько войдет. И что мне нравится, входит довольно-таки много. О, посмотрите, какая красота. Стараюсь их все окунуть. Вот так вот. Я смотрю. Да. Накрываю крышкой и жду, когда вода закипит с баклажанами.
Пока закипит, подготовлю баночки. У меня 2-литровые. В каждую баночку выкладываю штучек 5-6 душистого перца горошком. Сюда же с десяточек черного перца, 3 гвоздички и 1 лист лаврушки. Все, баночки готовы. И сразу же начинаю подготавливать маринад. Вода кипит. Пропорции просты. На 1 литр воды 1 столовая ложка соли. У меня здесь 4 литра. 1 столовая ложка сахара. Отлично, пусть закипает. Смотрим, что же здесь баклажаны. С момента закипания баклажаны провариваю 7-10 минут. Зависит от сорта и размера. Очень важно, хозяюшки, их не переварить. Пусть лучше останутся, идеально. Пусть лучше останутся недоваренными, они потом дойдут. Все, идеально. Баклажаны выкладываю в подготовленные баночки. А вот так вот, друзья, аккуратненько. Стараюсь побольше, конечно же, напихнуть. Можно немножко вот так вот притрусить. Хочу сказать, довольно многое входит. Осторожно, горячо. Ой, маринад уже тоже подоспел. Когда маринад уже хорошо закипел, добавляю уксус. 1 столовую ложку на литр воды. Перемешиваю. Выжидаю 10-15 секунд и можно заливать. Прямо вот так вот, хозяюшки, я это делаю. Полную. О, все, Сережка, твой выход. Конечно. Закатываем баночки. Благодарю тебя, счастье мое. И сейчас их переворачиваем. Вот так вот. Хорошо укутываю теплым и оставляю до полного остывания.